Вот первый сигнал. Бьет, конечно, и железом. Повернемся. Но пробивает цветняк. 17-15. Глубину показывает 20 сантиметров. Вот здесь вот. Здесь, посередине где-то. Попробуем. И тогда поймем уже, что это. Все там же. Здесь я ходил с сафари. Что-то скребет, может быть, железо, конечно. Осколок, возможно. Так, вот оно. Ну да, круглое железо. Шайба какая-то. А, может быть, грузик какой-то был, кстати, для весов. Но сам факт, что у меня заточен аппарат тоже по войне, и сафари, и Weiss MX5. Но такие вещи почему-то... Я здесь ходил как пылесос. Пылесосил. Такие вещи я всегда копаю, тоже сигналы, но пропускал. А тут... В принципе, пока надежда есть на оправдание приобретения такой аппаратуры. Двигаемся дальше. 23. Но что-то очень маленькое. Монетка. Ну как. Так, сейчас посмотрим. 1/2 копейки, 1912 год. Николай II. Малюсенькая. Наверное, с 1 копейку. Медь. Наверное, с советскую 1 копейку размером где-то примерно. Но только что медная. Видим, там железо какое-то лежит. Длинная такая полоска железная. Поперек вот так 17-18. Ну, видим, вот звук меняется. Цветной, не цветной, как бы односторонний. Думал, что глубоко может монета. Вот вдоль. Чернухой уже бьет. И что это? Похоже очень на штык. Красавцы. Ой. Это Ленфилд, похоже. А, щетка. Где у меня щеточка? Но штык будет хороший. О, комарье заедает. Красота. Красота. Ручка деревянная. Ай, комарье так грызет люто.
Ну ничего, отмочится, все аккуратненько. Здесь лопатой побил немножко. Эта сторона была верхняя, он так лежал. Здесь я немножко поотбивал лопатой, пока копал. Это вот нижняя. Похуже чуть-чуть. Но, в принципе, находка крутая. Латунная какая-то деталь. Скорее всего, от какого-то орудия, наверное. Прицельное, может, что-то. Зеленый цвет. Краска. Вот такая вот штука. Явно какая-то прицельная, наверное. Или наводящая что-то. Вот такая вот интересная ручка. Возможно, от какого-то аккумулятора. Не знаю, вот здесь дюралька вроде. Дюралюминий. Какие-то крепления. Ручка сама латунная. Давала где-то ВДИ 20. Четкий сигнал был. Ну, оно и понятно, что дюралька и латунь. Котелочек верховой советский. Повесить. Пулковские высоты. Вот часть видно. 3 луча пятиконечной звезды. 29 или июня, или июля. Пулковские высоты. Скорее всего, это фрагмент портсигара. У солдата советского был портсигар. Но их жаль, что он разбитый весь. Сейчас посмотрим, может быть, что-то поблизости есть. Буквально в шаге. Вот еще фрагмент портсигара. Это уже алюминиевый кусочек. Видим, тоже расписной. Будем собирать по осколкам. Может, удастся вторую часть найти. Монета. Неожиданно. Похоже, что монета, но пока... Ну, вроде империя. Царское что-то. Может, Николай II или Александр III. Так, сейчас посмотрим. Монета подзатертая сильно. Но это 1914, что ли. В общем, Николай II. 3 копейки, судя по всему. Очень она затертая. Российская империя. Не ожидал здесь найти, конечно. Ни разу здесь не находил. Только по войне, в принципе, шастали в этих местах. Ну вот, первая монета имперская. Вижу там кирпич красный. И вот бросилась в глаза бутылочка. Видимо, трактором вывернула. И повезло, что не разбила. Прикольная. Так, также вот здесь под ногами патрон советский. И пока вроде ничего не видно более. И вот там вот кирпич. Бутылочку берем, патрон выкидываем.
все потрескалось, вся земля в трещинах от сухости. Дождей не было. Предупреждение. Пожароопасный период. Так что курить, тем более костры жечь нельзя. Не то, что по закону нельзя, а с моральной точки зрения нельзя. Потому что пожар — это очень страшно. Пока тишина, осколки фляги были советской и не более, стеклянные. Ходим исключительно по вырубкам, так как в лесу особо делать нечего. Душно, жарко и трава высокая. Но на вырубке есть шанс даже визуально что-то зацепить, не металлическое. Так, вот визуальная находка, как я и говорил, что можно в колее найти от трактора. Немецкий штык-нож. Ну, такой подгнивший, правда. Вот такая вот находка. Ручки, судя по всему, деревянные были накладки. Вот такой штычок от немецкого карабина Маузера. Вот такая вот воронка. Одно спасение лягушкам. Ну, там они барахтаются. Хоть там немножко воды, но она такая зловонная здесь. Фу, жара стоит. Под 30, наверное. Может, чуть меньше. Но все равно очень жарко и очень сухо. Ждем дождей.